Ребят, и правда, вот во второй половине дня, как магическая кукуруза работает. Я не знаю, с чем это связано. Почему в первой половине дня червь рвал все с опаршем, а сейчас кукуруза. Ну вот закидываю, клюет. И вот смотрите, видите, ведет оттуда вон туда. Я так и, у меня вот это удилище так и стоит. Я все-таки эксперимент до конца доведу, чтобы было понятно. С кукурузкой вот клюет. Ну вообще как бы открыть сезон, потаскать карпков на такой снасть как фидер. Кайфово все-таки. Так, это кукурузка у нас с опариком, да? С опариком. Давай, давай. Ну всплывай. Хорош тебе. Торпеда-то наша. Ну, что вытворяет? Подсадок идет и все. Вот такой. Ну, где-то килошки. Это килошка. Так. Опаньки. Перехлестнулся. Так, сейчас. Вот опарик с кукурузкой стоял. Вот. Клюнул он. Садок пересекся еще с крючком. Поаккуратнее как бы. И вот за самую-самую губу. Зеркаша. Вот такой карпик. Ну, ребят, прелесть половить все-таки. Я не знаю, кому как, а я кайфую. Я вас никого не агитирую, я просто ловлю кайф. Так, карп здесь немного реактивный, зараза. Уже какая поклевка исходит. Ладно, сейчас перенасадимся. Может быть, вот эту кукурузку с другим вкусом, с бананом. И крючки хорошие. Такие они, карповые. Вот. Так, а это прежнюю сажу. Такое ощущение, что надо тащить прям под напряжением его, не давая спуска. Так, и опарыша одного. Прикормку я уже смешал в одну кучу. Так, закидывать. Так, закидываем. Обратно. Давай клюй по-нормальному-то, а? О, хорошо, закинул. И сейчас вот это тоже перезакину. Все. О, уже клюет. Ух ты, блин. Что? Что с тобой не так? А, вот. Здесь поклевка реальная, а он тащить не хочет. Фидер. Идет, идет. Борется хорошо, идет прям в камыш. Давай, фрикцион чуть-чуть ослаблю. В камыше уже, блин, зараза. Хитрый карп. Хороший бойцовская рыба. Поэтому мне нравится ловить его, потому что рыба, которая доставляет кучу эмоций при уважении. Любых размеров. Оп, 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 оп. Ну. Оп. Давай, давай, давай. Вверх. Вверх.
Ну что, кукурузка работает с опарышем именно. Давай, давай, давай. Оп. Есть. Ну что, ребят, есть. Смотрите, полторашечка очередная. Вот, опарик еще есть. Кукурузу сбил он. Вот такая, где-то, ну, чуть больше килошки. Классная, холодный, классная рыбка. Ой, вода и правда, она холодновата все-таки. Это, как говорится, не Воронежское, но Воронежское водохранилище, где теплые груза были и рыба так активно клевал. Это все-таки обычный пруд. Да, его, скорее всего, подрыбили хозяева пару недель назад, поэтому карпик активен, но все равно вода еще холодная для того, чтобы клевала. Вот. Так что смотрим, что получится. Ловлю дальше. Так, ребят, ну, у меня вот эта снасть, которая вот там, здесь получается 40 сантиметров в толстой леске, по ней вот такая арбуз и два коротких поводка, там где-то по 10 сантиметров. Самая уловистая по фидеру, то есть на фидере она у меня всегда работает. И по карпу, и по лещу, и по карасю. Пусть меня ненавидят эстеты и классические, ну, кто ловит на классику. Но ё-моё, мне эта снастка прям нравится. Я всегда на нее ловлю, и всегда очень много ловлю. Неважно какой рыбы. Вот. Вот классика стоит пока, ждет своего часа. Но там насадка другая. Я специально еще раз сделал насадку, может из-за этого стоит. Можно было бы одеть на нее все-таки кукурузку и попробовать. Но эксперимент пусть будет чистым до конца. Вот. А это, ну, у меня всегда работает. Так, поднасадил. Вот нижняя это кукуруза с опариком. Верхняя просто кукурузка. Кукуруза с опариком хорошо работает. Сейчас. А в первую половину червь прям хорошо прям закидываешь, прям сразу поехала. Ну и, конечно же, что не мудри, на мели будет он весь играться. Поэтому будем на мель. На мель кидать. Там плещется я целый день. Но сильно нельзя закидывать, там камыши. Я уже 2 или 3 оснастки крючки перевязал. В камыши все ушло. Так. Смотрите, какой клюнул на чистую кукурузку. Такой вот пятачок какой-то у него потертый. Крепыш, зеркаша. Классно. Вы видели? Он, оказывается, уже на подлете сидит. Какой-то кошмар. Думаю, ну что это за фигня? Надо поднатянуть. Поднатягиваю, он уже там. Походу дела, он там ходит, пылесосит, и я ему под нос попал. Ух ты. Давай, давай, сюда уходи. Чистая кукурузка начала работать. Ребята, к концу вечера, к концу дня чистая кукуруза. Я не знаю, что делать с этой рыбой.
пока собираю, буду выпускать массово уже. Вот смотрите, полторашечка красивая. Кайф, тащит, прям давит. Все отлично. Давай в садок. Фух. А это что-то стоит червь, вообще молчит. Забастовка у карпа на него. Так, где здесь крючочек? Что, пойду вязать. Так, ребят, может кому-то будет интересно, но вот у меня осталось от зимы 0,18 5 ЛБ 2,2 килограмма. Вот такой флюрик. Вот такой. И ставлю я вот такие крючки. И получается девятка, Овнер, серия 501/88. Она ближе к карповой теме. Там такие крючочки, вот прям под карп, когда. И они по форме прям карповые, и держат как карповый, металл там хороший. Вот, со всех сторон, как ни посмотри, мне нравится. Вот, можно было бы чуть-чуть побольше, конечно, по размеру взять. Но и так хорошие. И я из них вяжу. Вот, вяжу я вот так. Вот, смотрите. Естественно, провдеваю. Вот так. Ложу и здесь делаю петлю. И по ней делаю 5 оборотов. 2, 3, 4, 5. Вниз вот так фиксирую. Здесь перехватываюсь. И у меня здесь получается петелька. И вот кончик. И вот кончик я в петельку вставляю. Я не знаю, я всегда так вяжу. Знаю, что какое-то название должно быть у этого узла. И вот здесь вот сколько? 10 сантиметров, да? Вторая петелечка. Простая. Удавочка. Обязательно смачиваем и затягиваем. Ну, здесь оставляем там 5 миллиметров. И здесь тоже самое 5 миллиметров. Все, поводок готов. Пойду монтировать. Опа. Я просто кайфую. Он прям дерет. Вот закинул с кукурузы с опарышем. Он прям туда долбит. Слушайте, идет прям. Вообще кайфово. Друзья звонят, говорят, ты где там сидишь, блин, всякую мелочь ловишь. А мне кайфово. Че там, 1,5 килограмма на фидер, прям кайф. Пусть сидят, смотрят на свои бойлы. А я буду ловить на то, что ловится рыбка. О, прет прям. Небольшой, но прет. Фидер в дугу, кайф, блин. Ну давай, давай. Молодец. Давай, давай, заходи. Ну, около двушки, 1,5-2. Перепрыгнул подсак. Оп, оп, есть. Хорошенький, ребят, хорошенький. Это уже около двушечки. Давайте сейчас отцеплю его. А взялся он... Ты на что взялся-то? Сапа... Нет, просто кукурузка чистая. О, какой красавец. Правда? Ну что, ребят, вот такой зеркаша, красавец. К вечеру меня порадовал. Где-то кило 802, мне кажется. Еще продолжаю ловить. Кайф. Так, ну что, отсылаем туда же, где ловим.
Там, наверное, уже кормовое небольшое пятно есть. Карпик отзывается нормально. Плюс-минус там 2-3 метра кидаю. Ну вообще кайфую. А вот это удилище уже стоит, ну, часа 2 без всего. А, так все съела, все склевала. А я жду поклевки. Да вы поглядь, что делает. Тащит, тащит. Ты поглядь, что делает карп. Я уже часа 2 ловлю. Вон он сверху вышел. Вон сверху прям видно, он буруном идет. Опа. Давай, давай, давай. Давай. Опа. Так. Ну это килограммчик. Сразу. Ребят, ну что, ужил фидер, который с червем стоял. Наконец-то. Червь опарыш заработал. Но уже вечерняя зорька, вот садится солнышко. Что-то в питании, наверное, меняется рыбы. Этот фидер у меня очень мягкий, он видите, весь в дугу. Мне нравятся мягкие фидеры. Вот на прудах хорошо ловить. Отрабатывает рыбу. Отлично. Рыба идет прям около камыша. Зараза. Давай сюда. Упрямый ты какой. А карпик-то небольшой, ну прям бою дал хорошо. Оп. Есть. Так. Сразу хочу освободить его. Любитель такой насадки животной. Прямо сразу скобратно. Ну что, вот такой килограммчик. Ну, грамм 900 килограмм. Ребят, ну я так и продолжаю, как я и сказал, ловить. Именно сравнение насадок ранней весной. Ну, как и есть на выставке, ребята говорили, животные насадки самые холодные. Вот, будут работать первыми, а потом уже бойлы. Вот. Здесь на этой насадке я сверху сажаю кукурузинку с опарышем. Вот сейчас я вытащил как раз на кукурузинку с опарышем. Вот. Так. Есть. Вот. А внизу кукурузинку. Вот она стоит. Ну, у меня есть вроде кукуруза. Давайте поменяю. Поставлю поменьше. А то он там огромный прям стоял. Может, это тоже может отпугивать карпа. Ну и прикормку я уже
Не стал отдельно наводить, а вместе в одну навел. И ту сыпал, и зимнюю, и летнюю. Кажется, это, конечно, и запах. Здесь ЦСЛ чуть добавил, светоктопса. В общем, что было. Ну и закидываемся. Так. Леска крутится, зараза. Уже замучила. Слушайте, ну, червь с опарышем заработал. Начал он клевать. Закидываю, сразу клюет. И хорошо. Вон, смотрите, как гнет. Прям сопротивляется. Кукурузинка привстала. А днем прям работала. Опа, давай. В подсак не хочешь? А хорошенький, прогонистый, чешуйчатый. Ух ты. Ну да, хорошенький. Красивый. Давай. Ух ты, моя радость. Ух ты. Хороший экземплярчик. Сейчас покажу. Вот прям вот нравятся мне такие карпики. Ну, любитель оказался червячка с опарышем. Ребят, смотрите, какая. Ну, наверное, около двушки. Такой прогонистый карпик. И еще что-то разговаривает. Наверное, вас приглашает ловить. Хочется, чтобы его ловили. Вы что-то слишком часто стали клевать. На 2 фидера как-то сложновато уже. Все. Отходит, уже сдался. А то прям сопротивлялся хорошо. Опа, тоже такой же. Не зеркальный, а чешуйчатый. Красавец. Оп, но поменьше. Чуть-чуть поменьше. Ну, это где-то килошка, может, чуть больше, чуть меньше. Вот такой. Тоже красивый. Ну что, полетели? Да надо заканчивать, наверное. Ну и червячка обновил тоже. Так. Давай, кто быстрее клюнет. Это поклевка, это я понимаю. Червячок начал работать. Прям вовсю. Ух ты, нифига себе. Что такое бывает? Вот это. И поверху главное. Вот так. Вот такие кренделя по весне выдает карп иногда, когда греется на солнышке в заливчике. Вот это бывает тогда. Я думал, все, меня сегодня не удивит ничего. Вот это да. Так, надо фрикцион, наверное, подтягивать уже. Нет, еще силен. Силен еще дает дрозда. Но сопротивлялся прям. Я так даже не думал, что можно. Сейчас рыба должна быть вялая. Зеркаша. Ну давай. Че, не устал? Спортсмен какой-то. Ты поглядь. Он здесь прыгает вокруг. Как дельфин еще, вот так. О, видите, что утворяет? Давай, все, устал. А небольшой, с килограмм, реально. Давай я тебя отцеплю.
Акробат. Ребят, реально. Ну, чуть меньше килограмма. Но акробат еще тот. Прям вообще порадовал. Еще такой плавник багровый. Ну что, еще одного червячка. И закругляемся. Все, больше вот сейчас насажу, закину, больше не буду насаживать. Ну так, ребят, насадил червячка. Пару червячков и опарыша. Последний раз закидываю. Ну, видите, как предпочтения вкусовые изменились. Ух ты, на хвостах как встает. Вон там карпик. Потихоньку стало по-другому клевать совершенно. Реально вообще по-другому. Днем получается на одну там, а сейчас вообще совершенно по-другому. То есть хочет червя, а днем кукурузу с опарышем. Смотрите. Вот это да. Здесь еще. Давай сюда, дружище. Небольшой. Какие-то они агрессивные к вечеру. Проснулись, что ли, за день. Опа. Интересно, сейчас еще как раз как клюнет здесь. Ну, такой небольшой, полкилошки. Ну что, ребят, я прям кайфанул. Реально, все, надо уезжать, а то она клюет и клюет. Я уже не могу здесь бесконечно ее ловить. Вот. Ну, кайфанул я прям хорошо. Могу сказать, Дальний Рак — офигенный пруд для открытия сезона. Это реально. Сейчас взвешу и все покажу, чтобы не выглядело голословно. Так, это моя катушка. А вот это как раз улов. Я хочу реально взвесить, мне интересно сколько. Но я понимаю, что под эту сумку я порву. Сейчас возьму вот эту, пересыплю в нее и взвешу, чтобы все было четко. Так, сколько весит эта сумка? Эта сумка весит 800 грамм. Мне прям даже интересно. Давайте момент истины. 22 500. Вот весы бегают туда-сюда. В общем, 22 500. О, ты еще там друг какой-то. Ну, в общем, 23. И еще 2 я в самом начале сразу выкинул. 24 килограмма. Фух. Выпускать. Опа. Давай. Давай. Пока. Как-то скользкие вы все. Оп. Давай. Давай. Оп. Давай. Оп. Давай. Все, расти большой. Не будь лапшой. Я еще приеду, подрастай. Ну давай, давай. Вперед. Ну все, ребят. Вот
Моя рыбалка закончилась. Рыбу выпустил, наловился, душу отвел. Всем, кому понравилось, подписывайтесь. А когда вы подписываетесь, обязательно ставьте колокольчик, чтобы следующее видео, когда выйдет, вам оповещение пришло. Вот. Всем не хватает ши. До новых встреч.